Rest in peace, Kusta nigga. What Juicy say? He be like, Yeah. shut the fuck up! Pop that trunk, I got 415s, bitch, you hear me beat. Pop that trunk, I got AR-15, bitch, don't think it's sweet. Pop that trunk, I got what you need, my whole team eating. Pop that trunk, nigga, I pop that trunk. Pop that trunk, I got 415s, bitch, you hear me beat. Pop that trunk, I got AR-15, bitch, don't think it's sweet. Pop that trunk, I got what you need, my whole team eating. Pop that trunk, nigga, I pop that trunk. Sippin' yak in that new Maybach. Working, that's the wrong scene. Working, that's the wrong scene. To work when I could groove is a drive. That's what I'm in, can't be the right thing. Мы в Москве остановились в гостях у Азиза. Приехали в Москву снимать РДС, дрифт. И помимо дрифта решили снять Азиза проект, Азиза пятерку, так как он ее скоро продаст. А тачка интересная и интересно про нее рассказать. Посмотришь это? Чтоб колеса перевернулись ровно. Что, ровно перевернулось? Да. Ладно, Клим, расскажи, как тебе этот проект? М5-овский? Да, М5 дизельная тоже. В целом нормально, все уверенно собрали, четко сделали. Нравится тебе? Да, офигенно сделали. Да? Получилось круто. Как ты думаешь, в мире есть еще такие машины? К сожалению, думаю, да. Да? Думаю, да. В мире, типа, ты имеешь в виду, чтобы она была вот так по кузову собрана вместе с мотором, прям, чтобы был одинаковый проект? Не знаю, мне кажется, так никто не заморачивался. Но в Америке, я не думаю, что люди там заморачиваются. В Америке им проще разбить машину, пойти взять другую. Нет? Клима-тройка на грамотной посадке, на грамотных эмошных тормозах. Корвет, кстати, вот с сентября, как мы его сняли, так вот он тут и стоит, потому что сейчас покажу. Я даже примерно понял, почему. Так, где-то тут новый ролик. Или ты его снял? Я уже отвез. А, ты снял его, да? Я их отвез на поправку, да, он поправит, и в среду он мне их отдаст, останется только купить ремень. Ролик стал толще. Был 8. Покажи, какой был. Вот. А какой стал? Ну, который стал мне нет, но он стал. Визуально так, насколько больше он стал? Вот он такой будет. Вот. Короче, 8 ПК это 8 ручейков, вот такой ремень. То есть вот он. Он его не выдерживал просто от надува. Он его рвал постоянно. Ага. Сейчас ремень будет 12 ПК, это ровно в половину, то есть еще прибавится, еще вот край ремня вот так. То есть будет 12 ПК, будет стоять там от этого, от Mercedes Actros, короче. Это что? Mercedes Actros это этот, как его, ну фура, ну эти, В натуре? грузовые машины. Ну, нифига себе. Вот, кстати, на корвете ZR1, который уже вот в этом кузове, только новый. Вот мы вчера с тобой, потому что на дрифте были, Да. у него видел уже ремень, какой завода стоит? У него, по-моему, стоит Нет. 12 ПК. У 36-й? Вот той 36, да. Ну там или 12, или 11 ПК, но Да. очень широкий. I ain't no joke. I used to let the mic smoke. Now I slam it when I'm done and make sure it's broke. When I'm gone, no one gets on. Cause I won't let nobody press up and mess up the scene I set. I like to stand in the crowd and watch the people wonder, damn. But think about it, then you understand. I'm just an addict, addicted to music. Maybe it's a habit. Broke because I ain't no joke. Смотрите, что я забрал на денек. Это бывшая М4 Лейк. Кто помнит, золотая она была в дизайне, теперь она не в дизайне. Ее купил Саня, который спонсор моего передвижения по Москве. Вот. Я не знаю, зачем он ее купил, учитывая, что у него есть еще одна М4 Competition. Ну, короче, он ее купил. И я ее взял не просто так. Жора, сейчас я покажу, кто такой Жора. Это профессиональный дрифтер, как бы выступающий в РДСе. Тоже эмошник, наш брат. Позвал меня сегодня покататься с ними на эмках на треке в Мечково, по-моему. И вот ради такого дела Саня мне одолжил
родненькую М4. Сейчас мы заберем задние колеса и поедем. Чуть-чуть покатаемся. Блин, как блогер сказал, мне вот это прям не нравится. Это дебетовая карта Тинькофф Black в лимитированном космическом дизайне Lazy Square. Она не просто красивая, она экономит и зарабатывает для вас. До 15% кэшбэка на 4 выбранные категории трат, которые можно выбирать каждый месяц. До 7% годовых на остаток, которые приходят каждый месяц. До 30% кэшбэка при совершении покупок у партнеров, перечень которых постоянно обновляется. Кэшбэк приходит настоящими рублями. Доступны бесплатные переводы с карту на карту и по номеру телефона. Наличные можно снимать также бесплатно в банкомат. Так что скорее переходи по ссылке в описании, чтобы получить лимитированную карту Тинькофф Black. Погоди, а чё темно так? Джонни, это ты, Джонни? А, крышка, ёб мою, я уже камеру 2 года не держал, ну только с тобой там в каком-то из выпусков. Это хорош, это недавно было. Смотри, у нас сейчас будет встреча двух. Первое видео с М4, которое мы с Воеводой сняли, это было наше первое видео на видеокамеру, понял? В Инстаграме. И оно разлетелось, потому что в целом, ну, на тот момент в Инстаграм никто не снимал машины. И там одна девушка написала, типа, что у этой машины, ну, мы точно такую же сняли в золотом цвете. Девушка там написала, типа, что у машины цвет гнойный. И вот мы сейчас такую же гнойную встретим, только она там на механике, понял? Она супер гнойная, да, такая? Она супер гнойная. Это же технологии, да, вы, получается? Да, точки вот в скинули? WhatsApp, да. В WhatsApp, слушай, почему ты в WhatsApp сидишь постоянно? Не знаю. Ну, у меня бабушка пишет в WhatsApp только и все. А ты в мне- Телеграме? Прикинь, ты мне пишешь, почему я тебе так долго отвечаю всегда? Да? Потому что я не вижу. Вот у меня в Телеграме так, мне кто-то там напишет, я ему отвечу через месяц. Кто? У меня там кто? канал, кстати, растет. Уже там больше 18 тысяч подписчиков. 18к, ничего себе, там уже можно рекламу продавать. Ну да, я только не знаю как, пока никто не обращался. Понятно. Если, ребят, нужна рекламка, Да, пишите. Got all the black bitches mad cause my main bitch vanilla. She tryna get it back like Stella. Grab the umbrella. Заклеила, да, When it comes что-то? to your perception of my shit, I'm hella killer. When it comes to the perfection of my shit, I know you smell the Механика, ты можешь там сцеплением отработать, клатчануть, чтобы она поехала. Блин, какая. Ну я ни разу, ну я катался просто в Одессе на М2. на М2 ты ездил уже, да? Да, но я не дрифтил, ничего. Там 3 дня надо, вот 3 дня дайте на механике привыкнуть, и все, будет нормально. Здоров тебе еще раз. Здорово, здорово. Что за выхлоп такой интересный? Пайпы и X-Pipe. Да? Нормально она так запухла. Но она еще во что-то зашикана. Мне кажется, банка какая-то там. Не, банка родная. Ну что вообще сейчас будет? Ничего, я оплачу. Не, сегодня вообще что планируется? Дрифтень. Дрифт-день? Хот-доги будут. Ты будешь хот-дог? Не, я на диете. Какой хот-дог? Never disrespect my set with cannons hanging from my necks like it's a motherfucking circus. You little niggas better check my French. You getting money better check my French. What time is it? Check my French. If you got my shit, you better check my French. I'm making moves. Check my French. I speak English, but check my French. You hope be on my penis sheet. Просто обычные будни с BMW. Она открылась, ты прямо около нее раком. Нормальная тема. А что за там вода какая-то? Я Это просто... охлаждающая жидкость, брат. Просто это антифриз, Это типа? дистиллированное. А, Ну, все, это антифриз, но смешать нужно, да, там? летний вариант. А, я понял. Здорово. Привет. Виталий, можешь по-братски сфоткаться? Слышишь, прикинь, подходит, говорит, Виталий встретил, здорово, Жень. Чё? Такая вот она жизнь популярная. Давай, пока. Мячкова, что ли? Да, А я как раз тебе только писал, что я Супру в Мячкова видел. Турбо, иди сюда. Вот маленький хулиган. Турбо. Это 21 или 26-е? Это 22-й. 22-е. Даже вот такую штучку поставил, как на М2. Кстати, много кто у меня спрашивал по поводу этой штучки. Она с завода у меня стоит, я ее не доставлял. Но я думаю, что по вину ее можно найти. Мне не нравится, кому-то они не нравятся. Типа из-за них кузов кажется шире и колеса как будто в глубине. А мне нравится. Турбо. Тебе нравится? Да. А что за тормоза у тебя?
М5. В натуре? Это оригинальный М5-овский тормоза. Серьезно? Я не знаю, думал, может, какие-нибудь там свои тюнинные, там, что-то. Турбо, Давай, давай на запрыгивай, хат. поехали. Оп. Тихо, ты чё? Нет, нельзя. Да. Я, значит, внутри. Карбон, понятно. Харман. Зеркало такое же. Селектор КПП такой же. Я в пледе, это для турбо. Мне уже хочется стартануть обратно на свой диван. Я не знаю, короче, ну вот. Даже вот, да, вот это вот тоже. Оно еще светится. Ты сделал, чтобы оно всегда светилось. Как ты так сделал? Просто секрет небольшой. Да, блин, я тоже так хотел сделать, но мне уже это не нужно. Там ничего уже не светится. Потолок тоже кожаный, кстати. Стойки кожаные. Просто салон, который я взял с разборки, он был белый с черным. Ну, то есть классический он был просто белый и черный центр был. Вот, я купил все, то есть кроме, понятное дело, крыша моя была здесь, и торпеда моя осталась. То есть торпеду шили полностью. У Азиза, в общем, в целом подход к тачкам, ну, все уже поняли, максимально бешеный. Но эта пятерка, мне кажется, по сложности подхода самая сложная из того, что у него было. Не, ну понятно, но это все стандартные запчасти. То есть тут, знаешь, как это вот там, на корвет с Америки приехал, там компрессор, да, и тебе надо там его прикрутить, все рассчитать, посмотреть. Там сложность намного тяжелее, чем здесь. Здесь, грубо говоря, ты что, ты поехал, там, купил оригинальную деталь от М5, ну, либо новую, либо с разборки, приехал, ее поставил. Вообще, эту машину я покупал для того, чтобы ездить просто в городе, там, ну, по делам, по работе и так далее, чтобы машина не ела много, ну, так, дизеля или бензина. Да. Вот, и при этом, чтобы она была достаточно, ну, быстрая. Не прямо, чтобы она очень быстро ехала, там, да, но у них в стоке там 249, ты ее там шьешь, она там 330 сил. Ну, то есть 330 для города, это вот, ну, просто чтобы ездить и так далее, это вполне адекватная, нормальная, хорошая машина. Ну и понятное дело, я тебе скину фотографии, там просто вот я купил, она обычная, калининградская, на коричневом салоне, они вот только сюда привозились, там черный, коричневый и белый салон. Ну вот, я ее забрал, она на обычных 19-х колесах, которых на Авито было просто, знаешь, я такой думаю, сейчас колеса продам, а там заходишь, там этих колес, и они никому не нужны, эти колеса. Я ее оплатил, и там через 2 или 3 дня ее должны были выдать. Я эти 3 дня ходил, такой думал, блин, что сделать, такой, по итогу пошел и в Академии BMW, у нас в Москве есть компания такая. Вот, я заказал весь оригинальный обвес, подкрылки. Ну, я посидел в этой оригинальной программе КАЦ, короче, и по КАЦу там собрал, то есть подкрылки, крылья, передний капот, передний бампер. Купил лезвие, это вот на порогах лезвия. Купил оригинальный задний спойлер от М5, значит, оригинальные крылья, капот, бампер, ну, все решеточки, все вот эти, ну, я брал уже от Competition вот эти все вставки сразу, вот эти, ты понял, да? Сейчас она с хром-ноздрями, наверное, вот как-то вот меняется, вот эта мода, знаешь, она бы как-то хорошо смотрится. С хром-ноздрями, да, мне начали заходить хром-ноздри. Мне вообще начало заходить, вот сейчас золотая эта М4 у нас стоит во дворе, и прям кайф, чтобы она была максимально стоковая. Вот я бы поставил туда хромовые ноздри, убрал бы спойлер. Ну, потому что это что-то такой... в этом есть. Это, знаешь, это такой... Короче, вот ты когда машину новую покупаешь, вот она только вышла, и вот с ней кайф что-то поделать, это типа черную решетку, там это... Выделится. Да, когда проходит время, там 7-8 лет, и вот когда машина в стандартном виде, она будет выглядеть всегда актуально, потому что она такая была вот с завода. Ну, да. И она будет смотреться круто. А соответственно уже когда проходит время, там и спустя там 8 лет, там на ней там, знаешь, там, ну, какой-то обвес там непонятный, или там, ну, ноздри там черные, ты такой думаешь, блин, как типа ебанский выглядит. Ну да, колхозник. На самом деле на тот момент даже новое все это вышло, когда на Авито там продавали за бешеные деньги, там за 400 тысяч, типа весь обвес оригинальный. Ну туда входил и капот, и все. Я там в Академии BMW взял все там за что-то 370 тысяч, но самое дорогое это были вот пороги с подсветкой. То есть, по идее, по логике, ты вот передние крылья надел, и у тебя колеса, ну, провалились внутрь в стоке, да, правильно? на стандартные диски 19 купил проставки 20 миллиметров, адаптеры. Ага. Закручивались они на ступицу и уже диск на саму проставку. Это, ну, более адекватный вариант, чем просто ставить длинные проставки с вот такими болтами. Я, короче, поставил, у меня боссы на дома лежали.
Оригинальный, да, Осна. Они еще, я их покупал, наверное, лет, ну, на тот момент, лет, наверное, 6 назад. Вот. Они были от 221, соответственно, на G-кузове уже пошла разболтовка, как на Mercedes 5-112, там 66,6 вот этот СО было. 10 и 10,5, там было 4 диска. Вот и по итогу я их на них ходил зиму, покрасил их в черный и поставил на эту машину. Подвеску я сразу также Ашер поставил, пружины на родную. Вот. До сих пор, кстати, на них. И подвеска у тебя адаптивная осталась. Да, да. Ну, родные стойки, она и была здесь. Был весь обвес поначалу. Получается, сзади бампер не меняли, только юбку, пороги. И вот морду вот так собрали. Ну и все вот эти защитки, подкрылки снизу. Не так, как, знаешь, многие меняют крылья, а подкрылки свои Ну да, там еще куча мелочей, короче. Да, там очень много мелочевки внутри. Вот, то есть, этот бачок омывателя тоже отличается. Потому что он в крыле, да? Не, он и на G30, и на F90 он в крыле. Просто на F90 он чуть-чуть другой формы. Ты его тоже поменял? В крыло, да, потому что в крыло заходит задув. Вот фальш-надув, задув, да. надувная. Да, я понял, надувная. Ну и потом, конечно, мне в голову пришла идея, вот надо поставить тормоза опять. Да. В зале, понятное дело, они там не встают, надо покупать переходники. Я купил еще переходники. Если на разборке найти кулаки, вот, я кулаки купил за 40 тысяч, то есть по 10 тысяч за кулак. Ну, я думаю, что может спустя время можно будет найти дешевле. Два рычага спереди можно поменять, не все, но я поменял все. Потому что мы там потом их сравнивали, там только внутри отличаются эти сайлентблоки, но по факту можно не менять. Задние рычаги отличаются тоже только два. То есть на разборке их тоже там от 3 до 4 тысяч можно купить. То есть, короче, в принципе, вся подвеска там, вот я купил кулаки за 40, и рычаги где-то вышли, вот, там, по-моему, 3 тысячи, по 3 тысячи вышли задние, там 12 тысяч я дал, и, короче, 65 тысяч, по-моему, получилось. Тормоза закрутились на родные места, и они висели, вот, то есть спереди суппорт чуть приспущен должен быть вниз, и сзади суппорт стоит ровно. А когда ты ставишь вот эти переходники, у тебя сзади суппорт уезжает вниз, а спереди стоит ровно, короче. Но мне это не нравилось, бесило и по вылету, и, в принципе, потом, понятное дело, надо же было куда-то идти, когда уже проект зашел так далеко, что, ну, нужно же было делать все это. Вот. И вот я не помню, то ли до тормозов, то ли после тормозов, я покупаю себе с Польши полный кит 740D. То есть это мотор, проводка вся, мозги, коробка, задняя раздатка и передний мост, то есть без задней части. Так, вот была она двухлитровая дизельная, трехлитровая. Да? Трехлитровая. Да, трехлитровая, 249 сил. Да. Это B57 D30A. Я снимаю с того мотора 40D, снимаю коллекторную часть, турбины, форсунки, всю проводку и вакуумное управление турбиной. Я это все снимаю, здесь все разбираю, прямо на машине. Все это закидываю сюда на мотор. На головке пришлось пересверлить одну шпильку, то есть сделать в голове дырку и закрутить туда шпильку с другого места, потому что на 40D голова отличается по номеру. Не знаю, чем они отличаются внутри, но машина у меня так проездила где-то 60 тысяч километров на 40D, вот как я все это переделал. То есть объем тот же? У всех, даже у 5.0D, мы сейчас к этому придем. Все, у них у всех объем 3 литра. Вот 40 и 30D по факту различий очень мало. Вот. Там, конечно, там мелочи могут быть, какие-то там клапаночки под другим номером, там толкатели, еще что-то там. Да, но можно взять 40D, чтобы не менять мотор, чтобы там номер мотора не менять там, и так далее, и закрутить, и все это будет работать. Я все это собрал, отвез к ребятам в Реборн, они в Реборне мне ее зашили. Вообще я ее оставил, думал, знаешь, там сейчас будет дня 3, неделю там и так далее. Как мы узнали, 30, 40, 50D один мозг у всех стоит. То есть ты можешь просто его прописывать. Вот. Они мне прописали, и через 40 минут мне позвонили, я уже дома был, приехал, просто домой вернулся. Они говорят, машина готова. Типа сток 40D. Они говорят, нам типа интересно, типа поедешь с нами на стенд. Мы тогда стенд был, еще тогда Алтехно, сейчас там не знаю, кто находится, я уже там давно не был. Вот. И мы едем тогда, ко мне садится Саша, и мы с Сашей едем просто на стоковую 40D, и мы по дороге ее замеряем, и она едет как она едет как Stage 2 30D. То есть на Stage 2 30D это 330-340 сил, вот так. И здесь мы получили, по-моему, 338 сил на стенде, сток 40D был. Но у меня тогда выхлоп уже был сделан, там, кстати, даже даунпайп подходит. То есть блок у тебя остался стоковый? Блок мотора? Да. Конечно, и голова все, сток ты осталась. его не трогал. Вообще, ты навесное вообще поменял. ничего не трогал. Даже ни помпы, вообще ничего, я ничего не трогал. Все, это я зафиксировал для себя. Что там, турбина больше?
Во-первых, там нижние больше, их 2. А, их 2. Да, на 40D их 2, на Всё. 5D их 4. Короче, мы делаем этот 40D Stage 2, и вот в таком формате я проезжаю до момента, короче, где-то 1070. Начинается карантин. Она еще была, кстати, в прозрачной матовой пленке какое-то время. Вот, я ее потом снял. Ага, как Цешка 63. Да. Ага. Ну, это, знаешь, это такой, типа, бич-пакет, когда машина новая, но ты не хочешь там на бронь там тратить, типа, 250 тысяч, чтобы заклеить машину, и там, в принципе, за 90 рублей можно заклеить прозрачной матой и покататься годик. Ну, ты, конечно, сэкономил на ней. Ну, Да. да. Да нет, конечно. Начинается карантин. И мы, короче, мы с Климкой сидим дома. И вот нам, представляешь, насколько вот мы такие парни подвижные, там, Климка любит там везде вот эту, ну, суетует. И мы сидим, и нам нельзя вот, ну, то есть мы начали там Авито сидеть и так далее. И находим вот эту крышу и приборку. Это все вот в момент карантина. Крышу карбоновую. Да, я имею в виду крышу уличную. Да. То есть мы привезли крышу, а мы в раме везли мамину. Ну, она не до конца влезла, и мы ее там замотали. Она отпилена, не буду на своей машине показывать, чисто по стойке. То есть, знаешь, да, крыша А, на то пятой. есть ты не крышку карбоновую купил, а Нет, всю крышу. Я купил всю крышу, отпиленную с машины, да. Ничего себе. Вот. Не помню, за сколько мы ее купили, но это был следующий этап. И я покупаю приборку, вот эту, в обмен на свою. Мгм. И вот у нас получается такой кит. Типа весь салон, крыша и вот эта приборка. Когда, короче, начали выклеивать эти стекла, я понял, что... и мы поняли, что крышу вот эту не вытащить без выклейки стекол. Ну, Ну типа, да, либо да. того надо по-любому снимать, потому что на цешке, на 204 на моей, там можно было через заднюю дверь вытащить вот так вот бочком. Здесь это не прокатило, понятное дело. Я такой думаю, блин, а что бы не поменять цвет салона, делать-то все равно как бы нечего. Вот. Ты меняешь крышу на карбон и заодно думаешь, что надо менять здесь потолок. Правильно я понял? Не потолок, да, надо его, я изначально думал его просто сделать в Алькантару, типа Да. под оригинал, чтобы она была там таким Да. же цветом и так далее. Но по итогу я просто понимаю, что надо типа сделать другой цвет салона, потому что типа белый он у всех в основном. Я вспомню свои 20, темы тусовки, терки. Кутузу разрезает переодетая в М-ку пятерку. Меня девчонка ждет дома, я с центра на тренировку. Утром в храм с пацанами, в моей душе все по полкам. Я бил и пропускал, извинялся и прощал. Был предан, но видит Бог, я никогда не предавал. Мог разбиться, но пролетал, сдаться, но газовал. Хотел влюбиться 1000 раз, но влюблялся, когда не ждал. Я менялся и вырастал, люди шли, я их отпускал. Обещав себе ночами, мой шлягер споет квартал. Ставил и поднимал, потом ставил и прогорал. Время Какие прогнозы, дождь пойдет вообще или нет? Я надеюсь, что да. Да, почему? Да, мне хочется в дождь чуть-чуть покататься и все. Потому что это просто, если сейчас поймается кураж, вот это на сухую, это уничтожатся все шины. Лучше бы честно, вот честно. Мы бы с тобой просто с кем-то сюда приехали и поснимали. Это было бы много продуктивнее для контента и спокойнее. Вот двоечка, родненькая. Вот самое лучшее все-таки. Вот посмотри, у ребят подход, они приезжают со своей шиномонтажкой, со своими колесами, с резиной. С кайфом, я. Посмотри, сколько эмок. Ну, немного, но нормально. Белая самая красивая, скажи. Вообще Белая? белые эмки классные. Мне нравится. Да, мне так. Блин, нововведение, шлема нужно. Слушай, ну отлично, подходит. Вон твой левый. Я хочу просто прокатиться, понять. Так, вот здесь. Ага, да. Записал. Не знаю, как она, конечно, поедет. Портовый Ну, журнал. точнее, она-то поедет, как я поеду. Пастор с нами, брат. Понял примерно конфликт? Да, но первый я пока не поеду. А едешь? Нет. А едешь как миленький. Так первым тебе комфортнее. Нет. Вторым хочешь? Давай еще чуть-чуть, вторым потом. Вообще отлично для первого раза, прям идеально. Вот из широкой дуги, когда И выходит, траекторию, да. и не заужай, попадаем. пойди Да, шире. да.
Я понял, А тоже. так вообще. Блин, я много чего вообще снимал с тачками. Ты из этой движухи хоть на чуть-чуть вообще уходишь в какую-то другую сторону, в более спокойную, лайтовую. Приезжаешь даже на такое простое мероприятие, блин, просто эмоции какие-то колоссальные. 10 машин дрифтят, пищат, дымят. Это не какие-то там соревнования дикие. Но все равно прикольно, когда движуха такая, динамика. Блин, как-то сплоченно, аккуратно действует. Есть какие-то определенные правила, все их придерживаются. И просто прочувствовать. You and me, 'cause that's what it's for. Show me now what is it we got to be doing. And the music in my house is so soothing. I wanna dance no matter where you see. Party, so now come with me. Вы не сдали, попробуйте еще раз. У всех спортсменов бывает пробки. All I want is a chance to dance, so come with me, take me away, take me away. I wanna dance no matter where you see. Виталий, я просто, сорян, не могу, я нажимаю просто эту кнопку, в противофазу попадаю постоянно. Я уже забыл, как снимать, но зато весело. Покатались. Это, кстати, Саня, спонсор моего передвижения по Москве. Да? Бонжорно. Бонжорно. Как ты? Есть у тебя какая-нибудь брошюрка, как вести себя на камеру или что делать? Брат, естественно, надо вести себя на камеру, вот как есть просто. Кайфуй, гуляй, картошка, чай. Мне нужно видно. Ой, скользко-то. Ну, вот так-то да. Офигеть, это я так же быстро еду? Офигеть. Так страшно, когда за рулем как-то так не кажется. Оп, клатч пошел. А сцепа стоп? Нет. Нет? Я тебя все никак поймать не могу. Вместе. Блин, что-то не могу. Нормально, сейчас притремся. Что говоришь? Ну давай не горячиться просто. На кайфе ехать. Меньше скорости, если заезжаю, она прямо идет. Знаешь почему? Ты зад прогрел, а морду нет. Это 3 восьмерки, вот это вас обоих касается. Люди, которые себе 3 восьмерки для городской жизни покупают. Вот то же самое будет в городе. Поехали, сейчас придумаем что. Бенза 0. Давай поехали. Сейчас 1000, блин, отмазок. Он не будет знать о нашем присутствии. Нет, не прыгай, сейчас не прыгай, нет. Нет, ты тут ушел. Стоп. Ты со мной так же ехал близко? Ближе, с тобой комфортнее гораздо ехать. Ну, Нет, я имею в виду по расстоянию. Ближе, ты чё? Нет. Шалеть, если б я знал. С тобой стабильно ехать. Ты едешь и просто к тебе подъезжаешь, а от него же не знаешь, что Ну ждать. да. Я просто в зеркало смотрю, он рядом. Я такой думаю, господи, Да. как не ошибиться мне. Да. Как круто вообще. Ты просто Ля, весь мокрый сидит. руки трясутся аж. Ты рад, что поехал теперь? Да. Поехали со мной, я тебе покажу, как я научился. Брат, Он с этой машины будет езжай, я смотреть. посмотрю. Ты перед нами едь, мы посмотрим. Брат, я тебя прошу, пожалуйста.
Ну, это реально, не, это он первый раз в жизни едет. Жора, он первый раз в жизни. Я же его чувствую. Все, вот, видишь? Я понимаю, что его начало разворачивать. Я уехал. Вот они, знаешь, вот их косяк какой. Вот он только тебя начинает в зеркало смотреть, он сразу же отвлекается и его начинает кидать. Тихо, 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 тихо. Нет, ушел. Не забывай, что это не корчи, это машина, это у тебя корч, понимаешь? А у людей это единственная машина. И в объявлении еще писать, что это ни разу не крашено. Да. Работает, нормально. Кстати, давай-ка попробуем поставить. Ставится? Давай. Зацепило. Что ты на этот счет скажешь? Базару нет. Протянули. Открылись. Блин, он работает. Музыка затихает, идет. Да. Саня. Санек, ты чё? Я ему жарко просто. Миссию будем проходить? Да блин, нет, ну это уже невозможно. Почему? А здесь, походу, это... В Сан-Андреас в детстве просто с читами поиграл и все, и забыл. Он даже не помнил, откуда эта песня. Да помнил я откуда, с пляжа. Где Да надо нифига, танцевать. ты даже в Vice City что-то там. Ну, короче, мы уже эту песню заюзали, потому что он багажник не закрыл, посмотри. А Азиз ее только нашел и слушает, а я как Не, будто я снова нашел в давно, он на 2006. Шазаме висел, я просто зашел в Шазам. Ну а теперь время рассказать о моих друзьях из CCD, о которых я вам стабильно рассказываю. У парней есть крутой проект GTA San Andreas. Тут куча крутых тачек, тюнинга, технического и внешнего. Много единомышленников и разнообразия геймплея. Хотите лютую боевую классику, японский корч или немецкую? Есть все. Да и просто приятно увидеть то, во что мы играли в детстве. А теперь еще и с кучей расширений, которые устанавливаются автоматически при входе и не нужно ничего самому делать. Это реальный эксклюзив среди остальных проектов, команда которого работает уже около 7 лет и предана своему делу. Присоединяйтесь, играйте, кайфуйте. Все ссылочки в описании. Мы сделали салон. Вот. Не буду долго прям это объяснять. Да, давай. Я выбирал между типа таким не ярко-красным, а немножко темновато-красным цветом. И вот хотел вот этот зеленый. Машина разобрана вся дотла, в машине лежит только пол. Нету ни крыши, ничего вообще нету в машине. Вставляю вверх дверей в оригинальной коже, вот эту часть не трогают. Вот этот низ весь шьют, и шьют даже низ двери. Вот, сейчас, пока мы стоим. То есть вот эта часть тоже в коже. Потом ты у себя можешь там подснять вот эту внутреннюю часть, куда ставят... Бархатная она там. Да, это сделано алькантара натурально. Да. Она сделана для того, чтобы... Там, короче, я не знал, что получится крутой эффект ночью, когда едешь. Там же внутри светится вот так подсветка. Да. И она светит внутри. Да. И вот этот, как бы, алькантара, она же немножко ворсистая. И вот этот ворс, он, знаешь, немножко как кристалликами отливает. И смотрится реально круто. Но я не этого хотел добиться, меня бесило, что внутри пластик. Зашили вот эти пороги тоже, кстати, покажу. Вот эти вот все, даже ручку в коже зашили, вот это открывание капота, видно? Вот, видишь, она, смотри, в кожу затянута. Пока мы собирали салон, Климка говорит, блин, надо сделать карбон. Я поехал делать ZR Composite, они мне сделали вот этот карбон. Ну, точнее, я им привез просто планки, и они мне все заменили, и я приехал, просто поставил. Это дешевле, чем если бы оригинал заказывать? В оригинале нет карбона такого. А, да ладно. В тот же момент, по-моему, в Bavaria SL я беру эти стабилизаторы передние и задние от M8 Competition. Но это разницы нету, там M8, M5, они... Разница только в Competition и в обычной, там толщина стабилизатора разная.
Понял какая? Вот эти кнопочки, они сейчас как работают? Вот я нажимаю, здесь у меня спорт, понятно. Это просто вот эта часть кнопки должна быть от G30. Я ее от F90 поставил. Здесь у меня комфорт, здесь у меня эко и здесь у меня адаптив. Но в G30 здесь прям так все нарисовано. Просто это кнопки. Но нужно доставить один блок, и все это будет функционировать. То есть это отдельно будет слушаться подвеску, Короче, сейчас это руль. не работает, как у М5. Сейчас это работает, просто завязано, так скажем, знаешь как? Вот смотри, я Sport Plus нажал, вот у меня Sport Plus, да? Да. И у меня стал тугой руль, стала жестче подвеска. Просто это, так скажем, это не так расширено, как в М5. Ты понял, да, что? Да. Вот сейчас единственное, что мы отвязали, это коробку. Сейчас у меня коробка слушается вот этой ручки. То есть это самый комфортный режим, чуть жестче, ну типа, так скажем, спорт. Это Sport Plus. Соответственно, вот я включил на 5-й режим, я сейчас педаль нажимаю, она, видишь, сразу оборотом подкинул на 2-ю, 3-ю закинула ее сразу автоматом, понял? То есть и все. Ты вот поехал. Полетели. Ну и тахометр, получается, отсечка здесь по цифрам смещена, как на М5. Это же дизель. Да, это дизель. У нас парнишка там есть один, он там зашивает вот эти вот все, ну, он занимается, понимаешь, да, прописывает их и так далее. Я его очень долго мучил. Там такая была хитрость. Он говорит, можно в приборке выставлять, типа, ну, допустим, машина дизель. Вот он выставляет, и она реально работает, то есть вот дизель крутится до 5200 переключений у него. То есть он крутился вот до отсюда. Да. Я говорю, слушай, а залей бензин, посмотрим, что будет происходить. Вот, он залил бензин, и знаешь, что происходит? То есть мотор, по факту, у него просто сместилась отсечка, и он здесь показывает, как на бензине, понял? Да, но при этом он, зона. да, и он при этом крутится так, как он, ну, то есть, такой, типа, понял, как лайфхак. Ага. То есть, здесь ты не видишь, что это, типа, дизель. То есть, здесь у тебя реально отсечка на 7, но на самом деле она там на 6500. По итогу, вот по всем после этих переделок у меня закрутились тормоза на родные места, то есть, все встало вот как надо, четко. И последним этапом было, конечно, я продал свои те диски 21-е, потому что они уже сюда не вставали. Я заказал уже 22-е, потому что я понял, что 22-е могут сюда залезть, но это прям очень с тонкой резины. То есть у меня на морде 25-й профиль и на жопе 25-й профиль. Можно на самом деле с этой машиной работать и дальше. И дальше ее совершенствовать, и ставить там подвеску и так далее. Но совершенствовать не в том плане, знаешь, как там, ну ты взял КВ поставил. Да. То есть ты не поставил адаптивную подвеску от другой модели. Ну там, да, вообще тюн-тюн. Да, то есть да, можно, конечно, сюда можно и КВ засунуть, но никто их толком, по-моему, не ставит на М5 и в 90, они ставят на родные стойки КВ-пружины с регулируемыми, ну, с гайками, которые там подтягивают подвеску, там, ну, ты можешь повыше поднять, пониже. Понятное дело, что для людей, которые занимаются тюнингом, вот эти гайки, это, в принципе, просто регулировка высоты автомобиля. На самом деле, ну, в автоспорте это сделано для того, чтобы ты мог делать правильный преднатяг пружины, чтобы машина у тебя, ну, правильно работала, отбой, все, подвески. То есть, ну, люди, которые ездят просто по городу, им нужно что? Чтобы машина просто выглядела. валялась. Валялась. Да. Ну и последним этапом были вот эти 22 колеса. Этапом тогда. Это да. Вот. А потом по итогу я купил весь мотор 5.0D. Он называется B57D30. То есть это уже другой блок полностью, другой мотор, правильно? Это мотор от 550 дизель. Все, то есть у тебя первая вариация 30D. мотора была сток, 30D. потом вторая тоже сток, но с другим навесным, а сейчас Да. полностью другой мотор. Сейчас полностью другой мотор, другая коробка, другие привода, другие редуктора и другая раздатка. Офигеть. Это я все купил, свап-комплект, это 550 дизель, ну, с сарая, с Европы. Ну как с Европы? Его кто-то привез с Европы,
хотел себе поставить, поставили в семерку 38-ю, и у этого человека я все это купил. Но многие могут думать, что это китайская юбка, на самом деле это диффузор от... Я хотел себе ставить фаркоп, и он здесь, вот если ты опустишь камеру, здесь видно, что здесь часть под автоматический фаркоп здесь закрыта, поэтому она так сделана. А на нормальной М5 эта часть идет более... такая, ну, то есть вот эта часть, она будет более такая на 45 градусов, грубо говоря, и не будет вот этой дырки. И вот эти штучки, они такие более острые. Не, внешне реально любой человек, кто подойдет, он не отличит. Здесь нет EGR, мы EGR удалили сразу. EGR это, ну, короче, это относится к экологии. Появилось два бачка, здесь отдельно турбина, отдельно сам двигатель. То есть здесь теперь, кстати, на 30 и 40D турбины охлаждаются воздухом и маслом. Ну, типа масло, понятно, протекает, и воздух. Просто, то есть воздушное охлаждение впуска идет. А здесь уже охлаждение впуска идет типа как на компрессорной машине. Ну или на на М5 там. У них охлаждение турбин идет через антифриз. Короче, на 550D очень многие детали схожи с F90. Радиатор самого двигателя, компрессор, радиатор кондиционера, возможно, даже кондиционер схож, я имею в виду компрессор. Вот эти два боковых радиатора я купил сразу, вот смотри, если ты увидишь. Так как у меня уже бампер М5, я купил оригинальный задув, оригинальную сетку, оригинальные радиаторы в левую и правую сторону. Но на 550D радиатор стоит только, по-моему, с правой стороны. А я поставил и слева, и справа. Поставил вот этот вот теплообменник тоже. Все куплено новое. Все радиаторы новые вообще. На 550D, на обычный, стоит один интеркулер, который просто гоняет, вот остужает турбину. Один вообще. Ну, сам этот радиатор. На 550 типа спорт-версии стоит кулер справа. Да. Еще один дополнительный. А на 550i с завода стоит, допустим, центральный и правый. А как спорт-версии идет еще и левый. Можно, да, ну, типа как пакет такой. И я от этой модели купил вот эти патрубки. И то есть у меня все радиаторы защелкнуты оригинальными патрубками всеми. Вот они проходят, вот этот и там снизу. Понял? То есть у меня сейчас сделано все по стоку. То есть там нет ничего какого-то каких-то хомутов непонятных, еще чего-то. Вообще все собрано по стандарту, как должно быть. И самое главное, что сейчас по факту все охлаждение вот стоит. Все, что я мог купить, и там от M5 Competition, что различалось номерами, допустим. Я все поставил от M5 Competition сюда. Вот, то есть все охлаждение морды от M5 Competition. И вот ее нагреть или там перегреть вообще нереально. Я хотел машину собрать максимально, то есть, так скажем, собрать ее не на тюнинных компонентах, а собрать ее максимально на родных всех. Но, возможно, там это будет там что-то от M5, ну да, что-то от 550i. Но чтобы это было оригинальная BMW-шная запчасть. То есть, знаешь, там не делать кастом бачок. То есть вот эти бачки я все докупал. Там, то есть они, это новое, радиаторы новые, какие-то патрубки новые, каких-то не хватало, вот этих. Выхлоп, здесь сейчас стоит прямая труба. И стоит один кат от моего гелика, нижний. Ну, грубо говоря, это спорткат. Просто он же, грубо говоря, у него продуваемость мощности намного больше, чем там. И мы поставили его чуть подальше от этого, чтобы... Короче, он работает, машина там воняет чуть-чуть на прогреве, но когда она уже прогреется, она не воняет. Слушай, ну мне кажется, я в целом, не знаешь, от чего я кайфую? Вот представь, я просто кого-то везу так по Москве, и человек захотел просто, ну, знаешь, кого-то привез куда-то, и он выходит, и вот он дверь вот так открыл, а ты просто сзади в потоке вот так вот стоишь на тачке. И ты представляешь, да, как это круто выглядит? Ты просто типа стоишь, и вот так вот человек просто дверь там открывает, да, он так вышел, ты такой думаешь, бля, нихуя себе салон, да, типа, ну... Да, богато. Это просто наши больные мысли. Ну да, да. Не, вот так тачка на каждый день. Она на каждый день. Которая экономная, которая круто выглядит, которая в целом неплохо едет. Это мы еще покажем. Не то, что неплохо, да, да. Могу просто прислонить. Я забыл, блин. Сейчас я перезакрою. Все. На гелике зимние колеса. Симпотно на грязевой шине. По-моему, неплохо. А вот кошка. В Сочи мы начали снимать эпизод про Феррари. Даже не про одну, про две даже. Но мы не досняли этот эпизод. И он получился такой немного неполноценный. Не досняли мы его из-за всей этой неприятной ситуации, что просто не до этого было. Сейчас холодный будет пуск, я уши закрываю. Я отойду. Просто неописуемо.
режима, просто техническую часть расскажи, что вообще в этом выхлопе? Ничего. Вот получается, что сейчас от двигателя просто... Короче, как Kaizen One Race, только еще и без кат. Да, еще и без кат. Ну да, ее слышно. В Москве как в Сочи не покатаешься, да? Ну это да. Места мало, да, для длинного человека? Да нет, ну терпимо. Ну в трибуте и вообще неудобно. Да не, я помню, да, как ты сидел, что у тебя коленки. Ты вот так сидел возле руля, по-моему. Мне кажется, из всех Феррари это самое комфортное, самое правильное, заднеприводное, переднемоторное, атмосферное, просторное. Да можешь что сказать? Все, я все сказал. Нормально, брат, нормально. Ой-ой-ой-ой. Здесь ничего не трогали в прошивке, вообще ничего. Здесь поставили просто механические обманки на лямбды, чтобы машина не ругалась. И все, она есть. Вот эти все отстрелы, это все вот у нее по заводу. То есть сбросы. А почему ты мне на М2 тогда так не советуешь делать? Поставить, ну, на М2, смотри, в чем смысл. Тут как бы просто атмосферный мотор, а у тебя турбомотор. Из-за турбомотора у тебя машина просто из-за того, что катов не будет, она в моменте может начать больше дуть. Соответственно, компьютер будет понимать, что вроде ката на месте, потому что будут стоять вот эти механические обманки. Но она будет видеть передув. И будет какая-нибудь по-любому какая-нибудь ошибка или еще что-то. Ну, что-то же будет. Нестабильность. Я на BMW катализатор поставил, ну, спорт, конечно. Потому что я сам не люблю, когда машины воняют. Это лучше везде каты оставлять. Вон на гелике каты стоят. Да везде каты стоят. На корвете тоже каты стояли, но они потом улетели в трубу мощности. Да я не хотел, блин, здесь просто ругаются все, поэтому. Блин. Да сними так, она и так красивая. Ну чуть-чуть, ну и так. Ладно, так. Да, братан, ты тут сейчас, конечно, самый интересный. Выйти на YouTube, да? Да. А какой канал? Козлов Мувис. Окей, сейчас подпишусь. Давай. Нормально, брат. Я уже не зря выехали. Конечно, да, я не представляю, как люди живут, когда тут постоянный Вот движ такой. Один раз мы когда на ВАИ сделали выхлоп, он здесь на гелике катался, и ему с крыши банку скинули. Для нас с тобой, наверное, это было бы, ну, типа, в кайф. Знаешь, мы бы, если бы мы здесь жили, мы такие, так, F90. Да, понял? Так, что это? С-55. Понял, у нас бы споры уже были, понял? Типа, просто по звуку. Это точно. Ну, хотя бы твои видосы, когда ты был в Сочи и жил возле автодрома, когда ты просто, машины гоняют вначале, и ты с утра просто такой... Ты знаешь сейчас этих людей? То есть Согласен, мы любим да. машину через силу, то есть вот это вот с утра вот это. Типа, знаешь? О, а вот, кстати, продолжение F12. 812 Superfast. Это, по сути, та же идеология, просто чуть-чуть в обновленной оболочке. Смотри, зазор справа багажника на Да. крыле и слева. Ты видишь, что налево на крыле у него прям меньше места намного. Вот в левой точке. Ну да, немного, да. Вот, и вот, Ну, брат, это ж Феррари, тут ну, же все да, вручную они, собрано, они, в принципе, понял? такие, да. Вот. Меня бы это бесило страшно. Здесь что круто, вот в этой машине, у нее 800 сил с завода. А у тебя? У меня 740. Ну, У это него не 800. сильная разница. Ну, там, я не помню, может, чуть-чуть поменьше, но около 800 сил у нее. И она 100-200 в стоке едет 4,8. 4,8? Да, в стоке. А почему Вот эта так? машина едет 5,8, а это 4,8. Офигеть, почему такая легче или что? Она технологичнее, коробка перешита, там, скорее всего, по-другому сделана. Наш брат здесь. С нами. Да. Еще один брат с нами. Всем привет. Виталь, газанись О, по-братски. здорово. Да тут нельзя, блин. Можно, тут ругаться буду. Не буду. Газануть, пацанам. А здесь? А. Газани по-братски. Ну, не сильно только. А? Не сильно только. Хорошо. Прямо так. Ну блин, ну это красивый звук. Я бы кайфанул, Сейчас он даже если бы я тут жил. Пусть думают, что это он газовал. В натуре, да. В Сочи немного подснимали Феррари, там есть небольшой репортаж, но не полноценный.
Давай включим блогеров, знаешь, что скажем? Если вот этот эпизод, который вы сейчас смотрите, наберет 10 тысяч лайков, я смонтирую короткий эпизод про Сочи, про Феррари. Он не такой, как обычно, с красивыми кадрами, но он там с 2 Феррари. Вот, тогда я его смонтирую, и мы с Азизом вам его покажем. Мне кажется, что в нашей стране люди не готовы наблюдать такие машины. Вот такие, они, знаете, если их видят... Посмотри, красиво, аккуратненько. Да, белые на золотых, офигенно. Жалко не GT3, конечно, но тоже ничего. О, еще одна. Мне кажется, люди, если видят такие машины, у них сразу, какая-то злость. Типа, что какие-то, значит, бандиты, там, не бандиты. Для нас просто эти машины, не то, что я там вообще не какой-то там, не мажор, не зажравшийся, ничего не это. Мы просто вот конкретно с Азизом, мы любим тачки. И мы их воспринимаем вообще иначе. Не как какой-то понт, не как просто... Это вот отдельная любовь. Кто-то любит технику, кто-то любит, там, я не знаю, хорошо, вкусно покушать. Но это мы тоже любим. Понятно, да. Но я имею в виду, есть разные увлечения у разных людей. Вот, у нас это автомобили, понятно. И я за этой машиной гонялся 6 лет. Я 6 лет искал целый кузов, просто ради того, чтобы купить эту машину, чтобы она была... Я просто понимаю, какую ценность она представлять будет там через 5-10 лет. Таких машин очень мало. Мы вот с Климкой как раз ездили, наверное, 5 лет назад, мы ездили смотреть черную Берлинетту. Там был дубликат, 12 Офигеть. хозяев. Офигеть. И она была еще так сильно разбита, потому что мы мерили с Климкой, там задних 2 крыла там были оверфлоу вообще, морда там по частям, видимо, крылья поменяли, двери поменяли. Потом мы ездили, смотрели серебристую в Royal Motors или Royal Auto, как они там называются, если честно, колхозники ребята, я как-то к ним приехал, хотел SLR Макларен купить, с наличкой приехал. Они тебя не восприняли? Да, там чувак подошел, начал прикалываться. Да, я, может, одет был как-то, там, знаешь, или выгляжу как школьник, но это не имеет... Это вот весь менталитет русский. Да. Если бы это было в Европе, ко мне бы человек никогда в жизни бы так не подошел и не отнесся, типа, Я там приехал, я говорю, меня интересует машина, расскажите. Он говорит, я вам не открою, погазовать не дам. Понял, нас как школьников воспринял. Даже когда мы Берлинетту смотрели, когда мы приехали смотреть, они тоже нам ее не открыли. То есть мы ее померили толщиком, увидели, что она там тоже, у нее, по-моему, заднее правое крыло было, тоже оверфлоу, там и где-то местами там сильная толщина была. То есть я просто хотел целую машину, и все. Мне не так важно, что, знаешь, там многие люди там боятся, всегда там приезжают, ой, у него мотор мененный, ой, у него коробка мененная, там это, и их это пугает. Самое страшное для меня это кузов, потому что если ты кузов ударил, мне кажется, ты его никогда, понятное дело, ты ее можешь покрасить, качественно сделать, но ты ее в то, что вот она как была с завода, ты ее не вернешь никогда. А мотор, коробка, это такие детали, которые с болтиков откручиваются, ты можешь купить новое по своей возможности, заказать прямо с завода мотор, вот как мы сделали другу моему на цешку. Мы взяли просто с завода ему 157-й мотор купили, новый, просто приехали и поставили ему, и все. И это просто та часть, которая будет также новая с завода. А вот кузов, можно и кузов, конечно, купить, но это целую сложнее, машину. Да, конечно, это все надо машину там перелопатить, проводку перекинуть. Мы этим занимаемся. Точно на этом можно разговаривать вообще. Вот так вот ты здесь в пробке стоишь. И все, да? И все, да. Я понял. Безумие. Ой. Фары бретонированы, посадочка. У нее, кстати, с завода идет настраиваемая подвеска, регулируемые винты, диски на шире оригинальные. Сидит грамотно, реально. Собрать машину так, чтобы мне не пришлось ее потом перебирать по несколько раз. Понял, о чем я? Да, это мы тут с Азизом обсуждаем темы, которые еще нигде не афишировали. Это минка. Мы на минке. Пацаны здесь собираются. Надо было на Феррари приезжать. А подожди, у нас эпизод про пятерку, надо было, говорить, на Феррари приезжать. Вот, смотри, как у тебя. У тебя такой же цвет или нет? Где? Нет, она синее, эта машина синее. Вот она, наша мечта с Азизом. На мощный. Блин, крутой, с этими фарами, чисто японский SX.
Я понял. Просто низ там собирали. Так что, он атмосферный? Да, да. Слушай, ну крутое все Но равно. он его настроит, далеко он не поедет. Слушай, ну такой бы под дрифт, да, вообще? Идеально. Ази настраивает драги. Сейчас мы посмотрим, как эта машина едет. будет драг-рейс. 100-200. 100-200. А 0-100 давай тоже замерим. Замерим. Все, зафиксируем. Читерские движения вот эти. А что это дает? Да ничего, просто остудим его максимально антифриз. Оп. Мы сейчас поехали. Так. 3,8 мы сейчас вот поехали. Нормально, 100. нормально. Но мы вдвоем с тобой. Ты, Ну, понятно, понятно. Ты плюс 110, да, где-то? Ну, 107. Вот я все вот так стартую. Ну да, получше. Я сейчас чуть тянет. Он 3,82, видишь, чуть лучше даже поехали. То есть этот ланч, это все это хуйня. Вот 100-200 мы уже замерили. Сколько сейчас? 9,35. Ну вот 100-200 так же. Так же, как и до этого мы с тобой ехали. Как сток М4 F82, в принципе. Как сток они 9 М2. едут? Ну, район 9, да. Нет, надо еще не забывать просто, что мы едем... Да нет, вдвоем-то это ладно, мы на 22-х тапках. А, Ебать, да, у нас вот кстати. такая резина, ты не Ну забывай, да, она да, этот диск. тоже. И, конечно, понятно... Не, да, брат, тут нет цели доказать, что эта машина какая-то быстрая. А даже да этот что, я показатель... уверен, что если на нее поставить девятнашки, она 3,4, 3,5 100% поедет, и 100-200 будет около там 8, типа и 2, 8, 8,1. Да, Тут ну, есть куда сейчас двигаться. Здесь понятно, можно но поставить эта охлаждение машина, топлива. эта машина в целом не для этого. Ну, Ладно, слушай, если бы это был корвет, для того, где ты за секундами гонишь. Ну да. А это просто дизельная пятерка на каждый день, которая пуляет конечно. и выглядит. Мы вот сейчас ее заправим, и вы офигеете. Смотри, сейчас скажет пересменка. Пересменка? Так уже А 12. 3 минуты осталось, да? Там, может, еще пара минут. Ну, подождем, ладно. Сколько вот вообще, кстати, у нее расход вот, средний так по городу, если ездить? Короче, тапку в пол это где-то 10-12 литров. Вот так, как мы сейчас ездим. Постоянно поливать, если Да, да? если постоянно писать, 10-12 литров. Если спокойно, там литров 6, где-то 7, вот так. Сегодня какое число? Мы как будто просрочку приехали снимать. Алло, да, я заблокировался. Да. Есть, говорю, пакетированный чай. Пакетированный чай есть, брат. Это домашняя суета. Брат, ты уверен, что он вкусный? Он вообще какой. Я вот за него отвечаю. Все, клади. Все, пока, Алин. Виталик, ты взял голубику? А это панч вишневый. Артем Вульф на связи. Просрочечка где? Закупаемся в тупо прикольно. Ау! Дорогие, насколько это круто, да? Да, вообще Интересно. необычный звук. Можно еще себе сделать. Да ладно, ладно. Вот он замучает сейчас ее, блин. Все, блин, М4 отвозим. Едем домой. Сколько я тут пробыл? 1,5 недели? Где так? Пипец, каждый день что-то снимали. Давай на хату. Давай. Пакет. Роня, где Роня? А я торт домой есть.